Касатки, безусловно, одни из самых удивительных животных на нашей планете. Они очень умны и способны, но морская жизнь может быть проблемой даже для самых умных животных. У касаток тоже иногда бывают проблемы. Это привело нас на пляж в Мальборо, Новая Зеландия. На тихом участке пляжа внезапно возникло волнение, когда местные жители заметили, что стая касаток остановилась недалеко от берега, а они, вероятно, охотились или, может быть, просто проходили мимо. Однако местным жителям посчастливилось увидеть это скопление касаток. Некоторые люди наблюдали за ними с пляжа, некоторые даже расставляли шезлонги, пытаясь фотографировать и записывать видео. Наступила ночь, и касатки медленно вернулись в море. Жители были в восторге от своих особых гостей, а когда солнце опустилось за горизонт, все разошлись по домам и поделились впечатлениями от увиденного. Но на следующий день последовал еще один сюрприз, не такой волшебный и приятный, как предыдущий. Когда рассвело и море отошло от берега, на песок упал неожиданный предмет. Это был молодой кит, около 6 метров, в длину и весом около 1,5 тонн. За ночь она села на мель и теперь находилась под безжалостным солнцем. Местная жительница тут же забила тревогу, и вскоре вокруг бедного кита, которого звали Люси, собралось много людей. Хотя все знали, что ей нужна помощь, некоторые сопротивлялись, они слышали истории об этих касатках и видели много видеороликов, на которых они злобно нападают на свою добычу. Некоторые считали, что если они помогут киту, то подвергнут свою жизнь опасности. Однако было гораздо больше людей, которые понимали, что это прекрасное морское существо заслуживает жизни и нуждается в помощи как можно скорее. Итак, один за другим они подошли к Люси, чтобы помочь ей. Они заворачивали ее в мокрые полотенца и простыни и поливали водой, чтобы кожа не пересыхала. Она боролась, и, казалось, очень расстроилась из-за того, что попала в ловушку. Люси выглядела запаниковавшей, тем более, что ее окружали люди, которые могли представлять для нее еще большую угрозу. Но со временем она все больше уставала и, наконец, успокоилась. В этот момент Люси была относительно здорова, но существовала вполне реальная вероятность того, что она умрет, если не вернется в воду к концу дня. Суша не является естественной средой обитания кита, и животное нужно было как можно скорее вернуть в море. Однако перемещение такого крупного и тяжелого животного было непростой задачей. В связи с этим были вызваны ветеринары из департамента консервации, и даже военные, перед ними стояла трудная задача. Несмотря на то, что это была необычная задача для всех участников, они были полны решимости помочь. Люси охотилась на тюленей недалеко от берега. Молодой кит явно не ожидал, что глубина воды уменьшится так быстро. И пока она преследовала свою добычу, она, к сожалению, запуталась и по инерции была вынесена на песчаный берег. Киты иногда могут вырваться на свободу и вернуться в море, но этого активного детеныша выпустили слишком далеко от берега, и сейчас морская вода отступила так, что он буквально упал и всплыл на поверхность. Но это уже не имело значения, потому что Люси наконец-то была свободна. Прежде чем принять душ, она повернулась и посмотрела на всех, кто ей помогал, от крестьян до ветеранов и военных. Она поблагодарила его, открыв рот и издав теплый щелчок и взволнованный визг. У всех присутствующих на глазах были слезы и одновременно радость и гордость. Если эта история тронула вас так же сильно, как и нас, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал.